Всем привет! Ютубу без малого 18 лет, а он по-прежнему остается самым популярным видеохостингом в мире, что позволяет каждому создать и раскрутить свой канал, не вкладываясь в рекламу, за счет алгоритмов. Однако для этого нужно знать парочку секретов, в том числе и в оформлении, о котором сегодня и поговорим. Так, чтобы это было красиво, привлекало внимание, ну а также как это влияет на канал с его продвижением, и какое оформление для определенного канала нужно, и нужно ли вообще. В общем, сегодня поговорим о дизайне так, дабы ваш канал 100% привлекал внимание, а видео набирали актив. Приятного просмотра! Итак, оформление канала состоит из нескольких пунктов. Первый – это шапка, то, что должно объяснять потенциальным подписчикам, зашедшим на канал, о чем он. Второе – аватар. К сожалению, не синий мужик, а небольшое изображение рядом с шапкой, а с новым обновлением и возле каждого видео на главной странице, вызывающее ассоциацию с вашим брендом или каналом, что влияет на узнаваемость. Но куда важнее это, конечно, превью, и это 3, так как именно оно первым бросается в глаза среди всех остальных видео на главной или любой другой странице. И именно превью должно провоцировать человека открыть видео. Ну а то, как зрителя удержать, совершенно другая тема для разговоров, но на которую в том числе влияет правильное интро, и это 4. Краткое видео, состоящее из разных элементов, названия канала, общего дизайна, дополнительной информации и прочего, что нужно правильно использовать, так как в некоторых местах неподходящее интро может все только испортить. И вот обо всем об этом давайте поподробнее. Начнем, пожалуй, с превью, ведь, как уже было сказано, это самое важное для любого канала, особенно начинающего, так как первые просмотры и, соответственно, посещаемость канала будет идти через видео. Шапка и логотип – это тоже важные составляющие узнаваемости канала, но на том этапе, когда у вас уже есть подписчики, зрители и видео, набирающие просмотры. И вот как раз для продвижения видео среди массы другого контента важно знать, как сделать броское, информативное и цепляющее превью. На самом деле сложного здесь нет практически ничего. Но если посмотреть разные видео в интернете на эту тему, голова начинает болеть от кучи мнений. Кому-то на фоне важен неон, кому-то повышенная контрастность, кому-то наоборот минимализм, и все они в равной степени правы. Не существует универсального правила, гарантирующего, что ваше видео наберет миллионы просмотров. То, что с удержанием интереса аудитории, дабы оно больше распространялось, нужно работать, мы упустим. Сейчас нам важно именно оформление видео, главная задача которого – это выделиться среди огромного количества других авторов. Поэтому даже повторение за кем-то успешным не гарантирует того же успеха. Тем более, если мы говорим про уже состоявшихся блогеров-миллионников, у которых есть свой уникальный узнаваемый стиль, подражать которому просто бесполезно. Но все же есть несколько правил, которым поначалу стоит следовать. Первый – минимализм. Превью – это не картина с вниманием к огромному количеству деталей. Ученые доказали, что человек определяет то, что будет смотреть всего за пару секунд, и за это время нужно зацепить его внимание. Так что чем меньше деталей и чем проще картинка, тем, конечно же, лучше. В идеале до 3 объектов, каждый из которых зависит от другого, создавая одну целостную композицию. Второе правило – краткий интригующий текст, возможно даже стрелочкой. То есть всего пара строк, но которые должны заинтриговать, дабы зритель открыл видео. И не кликбейтом, а именно что вопросом, на который будет дан ответ внутри видео. А также не стоит дублировать название видео в самом превью. Надпись на обложке должна как бы дополнять название видео. Например, дабы выделиться на фоне остальных, можно использовать монотонный бэкграунд, минимализм в самом максимальном проявлении. И да, это выделяется на фоне, но абсолютно не провоцирует открыть видео, в котором рассказывается про Xbox Series S. То есть добавим еще и его. Уже смотрится получше, но много свободного места, которое как раз можно занять текстом. Что-то по типу этого. Видно, о чем будет обзор, и интригующее название. И вуаля! Не самая актуальная тема, Series S вышел уже пару лет как, и тем не менее на канале с 5000 подписчиков это видео собрало больше 100 тысяч просмотров. И тут же рядом можно посмотреть на PS Vita с таким же минималистичным превью. Это, конечно, не значит, что успех данного видео только за счет обложки, важно еще и наполнение, но это явный показатель того, что видео рекомендовалось и люди его замечали. Ну и третье правило – не бойтесь экспериментировать, особенно в начале. Но даже когда канал уже имеет подписчиков и постоянных зрителей, не забывайте следить за вкладкой «Аналитика». Так как если какое-то видео зашло хуже предыдущих, попытайтесь понять почему. Возможно, дело в названии, а возможно в превью. И если так, поменяйте его и посмотрите, какой будет результат через время. Ну или наоборот, если видео взлетело, попытайтесь понять причину, и возможно так стоит делать для последующих превью. Так как все эти правила лишь база. Это база. И это главное. И работают они не всегда, еще много зависит от тематики видео.
Ну, например, travel-блогеры часто просто используют обычные фото красивых мест там, где они были, с таким же минималистичным текстовым оформлением. Техноканалы вообще могут обойтись без текста, просто красивая картинка с фокусом на обозреваемую вещь и с выставленным светом. Для примера, тот же Xbox Series S, ну или другие видео, тут все зависит от вашего стиля и предпочтения. В общем, универсальных рекомендаций не существует. Пробуйте, экспериментируйте с минимализмом, неоном, яркостью, чем-то броским, главное выделяться на фоне остальных. Но если вы не хотите тратить на это много времени или у вас что-то не получается, лучше обратиться к профессиональным дизайнерам, которые постоянно работают в этой сфере с разной тематикой видео и знают, что сейчас актуальнее всего. Я, естественно, не про любителей, которые спамят в личку ВК со словами «Сделаю бомба-превью за 150 рублей, просмотры полетят как ракета». И не про разные группы ВК, которые, может, и делают красиво, но в основном из других исходников, что явно не поможет выделиться на фоне других. Я говорю про профессионалов, которые делают превью для блогеров-миллионников или популярных каналов. Их всегда сложно найти, так как хорошие превью-мейкеры всегда сидят с заказчиками, да и берут они явно дороже любительских групп ВК. Но зато качество и результат гораздо выше. Из тех, кого могу порекомендовать не ради рекламы, а так как сам их услугами пользуюсь, это дизайн-студия «Зазеленка», которые делают не только превью, но и полноценное оформление канала, занимаются монтажом видео, рекламными роликами, созданием сайтов и много чем еще. То есть это профи, занимающиеся всем, что связано с дизайном и оформлением. Так что если вам нужны такие услуги, рекомендую, не пожалеете, ну а ссылочку для вашего удобства оставлю в описании. Особенно если у вас уже есть выстреливший канал, для которого нужно создать бренд, то есть уникальный стиль превью, шапки, логотипа и прочего. Кстати, об этом. Следующее, о чем не стоит забывать, это шапка канала. На самом деле не настолько важная, как превью, так как видят ее в основном только подписчики и те, кого уже заинтересовал ваш канал, поэтому многие не запариваются и просто делают какой-то фон, название канала и, возможно, тезисы, о чем вы делаете видео с призывом подписаться. Если же постараться чуть больше, еще можно нагрузить фон тематикой. То есть, если игровой канал разными персонажами, если техно, соответственно, техникой и прочим. Но что все равно особо ни на что, кроме как восприятия канала, не повлияет. Но если у вас канал заточен под какой-то бренд, например, продвигает определенную продукцию, то тут уже стоит немного поднапрячься, так как возле названия можно разместить свою продукцию, а также призыв переходить на сайт, в другие соцсети и прочее, который располагается справа в нижнем углу, куда еще и можно указать стрелочкой. То есть для бренда, на мой взгляд, это более важно, так как показывает, чем вы занимаетесь и перенаправляет на другие ресурсы помимо ссылок под видео. Для всех же остальных шапка это не более чем просто дизайн, в отличие от аватара, так как с недавних пор YouTube на странице рекомендаций и в других разделах возле видео еще и начал показывать аватар канала, что как и превью влияет на узнаваемость. То есть, если человек уже смотрел ваше видео и ему понравилось, аватар делает контент более заметным и увеличивает шанс нажатия на видео. Зачастую, если вы показываете себя в кадре, то лицо становится автоматически брендом канала. Просто делаете его крупным планом, добавляете яркости и можно ставить на аватарку. Но бывают случаи, чаще всего, когда канал уже приносит стабильный доход, когда нужно разработать логотип, в том числе который после можно использовать в мерче, в интро, о котором чуть позже, перебивках и в том числе на аватарке канала. Например, так сделал Руслан Усачев, обыграв название канала в логотипе, или Гараж 54. И если в случае с превью еще можно попробовать самому, то здесь я бы рекомендовал обратиться к дизайнеру, который вместе с вами сделает такой логотип, который вы захотите. И это в том числе делают в дизайн-студии «Зазеленка», как и все остальное. Ну и последнее на сегодня, но не по значимости, интро, хотя тут как посмотреть. В некоторых случаях неправильное его применение может только навредить. Не стоит забывать, что YouTube — это развлекательная платформа, куда люди приходят в первую очередь за потреблением контента, где для удержания внимания нужно сменять кадры каждые 5 секунд и прочее, о чем мы говорили в прошлом видео. Так как сейчас все привыкли к высокой динамике. Ну а неуместное интро, например, в самом начале, тем более на 10 или того больше секунд, может уменьшить вовлечение и многие просто закроют видео. То же касается и середины видео с 30-секундным интро, где ничего не происходит, только название канала двигается в такт музыки. Такое интро бесполезно, оно не несет вообще никакого смысла, кроме как потерять любой интерес к вашему видео. Интро должно быть коротким, до 10 секунд, и использоваться к месту, например, как перебивка между вступлением и основной частью ролика.
Плюс можно его разбавить какой-то полезной информацией, дополняющей ту, о которой говорится на фоне. Ну или просто использовать общий стиль канала с логотипом, как, например, это делает Marmok. Длинное интро в моменте перехода от вступления к основной части и короткие перебивки между переходами, которые в том числе делают в дизайн-студии «Зазеленка». Вы их как раз могли наблюдать перед примером с Мармоком. Ну а на сегодня с оформлением у меня все. Если остались вопросы, задавайте их в комментариях, по возможности постараюсь ответить. Ну и надеюсь, видео было для вас полезным. Если так, не забудьте поставить лайк, а также подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео. Все полезные ссылки находятся в описании, и до встречи в следующих видео. Пока!